Вот в Коста-Рике нет армии, в Панаме нет армии. Почему Да. в Никарагуа вот она осталась, существует? Для чего? Цели? Национальные блюда у нас разные. У нас есть галlo pinto, накатамалес. Как ты считаешь, Никарагуа закрытая страна? Думаю, что нет. Конечно, это неправильно, что не пускают, чтобы каждый никарагуанец имел свой дрон. Всем привет, это Никарагуа. Мы встретились с Адольфо. Сегодня он расскажет, чем он здесь занимается. Поехали. Адольфо, расскажи, пожалуйста, как ты оказался в Никарагуа, либо ты здесь родился? Я здесь родился. Я уже живу здесь несколько лет, как вернулся с России. Вот. А в Россию я попал, когда мне было 9 лет. 9 Вот, лет. да. А как ты попал в 9 лет туда? Мой отец, он уже царствие небес, он был дипломатом вот долго. Мы жили с 90 по 97 года в Москве. Он был послом Никарагуа в Москве. В России, да. В Москве, да, Да, именно. и мы жили именно в Москве, на Мурфинской улице. Да, там все там посольства, посольские живут. Да. На посольском автомобиле с красными номерами. И как тебе вот Москва? Очень нравится. Понравилось? Скучаю, конечно. То есть ты учился в школе там? В школе, да. Выучил русский язык? До сих пор учу. До сих пор учишь? То есть школа не полностью тебе помогла, да? Нет, да, школа очень сильно помогла. А русский язык, он такой, скажем, великий и могучий, что его надо всю жизнь вот учить, понимать. И сленги у русского тоже разные есть. Да, Не только в Латинской Америке, да там тоже есть сленги. вот именно. Окей, а потом вы вернулись, соответственно, назад в Никарагуа. Да, в 97 году. В 97 Да, году. 98-97 год. И... Мы после России уехали в Бразилию. даже в Бразилию? Да, а потом вернулись уже к себе, на родину. А в Бразилии сколько лет были? А мы в Бразилии год были. Тоже по работе отца? Да, тоже по работе отца. Вот, потом мы уже сюда попали. Вот, ну там, где надо было. Ну, даже вот в твоем возрасте, таком юношеском, я бы сказал, Бразилия, Россия, Никарагуа, тебе больше что из 3 стран понравилось? А они мне все нравятся. Они все отличаются вот разными вещами, они все хорошие. Вот. Ну, тут, смотри, разный менталитет, разные языки везде. Конечно. Вот, ну, например, если честно, вот природа и погода мне нравятся здесь. Ну, ты можешь себе представить, вот Россия, конечно, очень красивая, а зимой тяжело жить. Ну, особенно, когда ты здесь родился. Да, тем более, вот у вас такой вот, у вас не холод, у вас мороз. Это не всем дано жить, не всем дано вот каждый день выходить на улицу, вот. Даже россияне некоторые, им не нравится погода, они уезжают. Я их понимаю. Окей. Ты, значит, вернулся в Никарагуа, закончил здесь школу. Да. Полноценно поступил в институт, закончил. Кто ты по образованию? Я администратор. Администратор. Да, по профессии. Ты работаешь по профессии сейчас? Нет, у меня сейчас своя мастерская, вот, в Масаи, и занимаюсь тоже криптовалютами. То есть мастерская по ремонту машин? Машин и мотоцикл, да. То есть любые вопросы по ремонту можно решить? С удовольствием, конечно. Окей. Кому интересно и нужна помощь по ремонту, ссылка в описании, обращайтесь. Вы рассматриваете возможность переезда в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей, а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами.
Скажи, пожалуйста, с таким бэкграундом проживания в разных странах, что ты скажешь про Никарагуа? Какие здесь есть плюсы, а какие минусы? Наверняка в каждой стране есть тоже минусы. Конечно. Знаешь, плюсов их много, и минусов, я бы сказал, их тоже есть, но немного. Вот. Плюсы, здесь все просто. Сам народ простой. Обращаться к любому человеку с вопросом, вот здесь очень легко. Вот. Помогает тоже климат. Вот. Тебе не надо думать, ой, сегодня какая погода будет. Нет, ты просто выходишь и идешь и делаешь свои дела. Вот это очень помогает. Вот тяжело, например, в основном европейцам очень тяжело, что у нас все, что делается, делается медленно. Вот. Если тебе надо там, к примеру, зарегистрировать фирму или счет открыть, вот. В Европе вы привыкли все делать быстро. И это понятно. Мир это требует. Вот. Но у нас все это... Есть такое слово латиноамериканское «маняна». Завтра. Это такое... А завтра может послезавтра превратиться. Да. Или даже не послезавтра, а там через месяц. Ну и на работу даже люди опаздывают, и это нормально. Да. И это никто на это не смотрит. Все нормально. Пришел там 30 минут потом. Да, нормально. Но ты это считаешь плюсом или минусом? Конечно, это минус. Это неправильно. Но то, что хорошо, что здесь люди к этому относятся спокойно. Вот. И в конце концов это не влияет на здоровье людей. А когда ты это воспринимаешь как, не знаю, как будто это к тебе лично, что-то вот неуважение, в конце концов ты сам себе делаешь вред. Вот. Ну, это с корня неправильно. Окей, но на уровне человека обычного, да, но с точки зрения бизнеса. Бизнес уже невыгодно, когда люди опаздывают постоянно. Конечно, невыгодно и очень тяжело. Поэтому здесь не все вкладываются из-за нашей латиноамериканской натуры. Ну, когда ты с этим смиряешься, вот, ты уже можешь потихонечку понимать, что если ты думал, что ты будешь делать там какой-то процесс в течение там 2 месяцев, ну, там, подумай, что это может быть и 4 месяца. Если ты так посмотришь, ну, ты сделаешь, ты доедешь до своих целей. Ну, вот. Это даже открывая бизнес иностранцу в странах Латинской Америки, это нужно сразу закладывать, что это будет медленно, а не так быстро, как ты привык происходить. И, соответственно, затраты увеличатся. Конечно. Что это зарплата и так далее. Конечно. А плюс еще я бы сказал, я люблю нашу еду латиноамериканскую. У нас мясо очень вкусное. Так вот. Самое главное блюдо какое? Арроз де полlo? Галло пинто. Ну, как тебе сказать, национальные блюда у нас разные. У нас есть галло пинто, накатамалес, и могу продолжить. Вот. А по-русски что с чем это? Галло пинто – это рис, фасоль. Окей. Это вся Латинская Америка есть. Ну да. Вот. А накатамале – это такая, знаешь, как лепешка. Она завернута в банановых листах, да, да. А внутри там мясо, там картошка, помидоры и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Я бы тебе не смог бы сказать, потому что я не умею готовить накатамаль. Вот. Но вкусно. Твое любимое блюдо? Мое любимое блюдо, я люблю мясо. Чисто мясо? Чисто мясо. Говядина? Да, говядину, да. Я люблю пиканья. Знаешь, да, пиканья? А по-русски? Она должна так и называться. Пиканья? Да, пиканья. То есть готовится в печке или как? На гриле? Пиканья – это такой кусок мяса, который имеет жирок сбоку. Да. Все, я понял. Не знаю. А я имею в виду, варится и жарится или как сама готовка? Жарить надо ее. Жарить? Да, или в гриле. Окей. Вот, да. А почему здесь не особо развитый морепродукт? Хотя океан с одной стороны, с другой стороны. Интересный вопрос. Не знаю. Не знаю, хороший вопрос. Потому что, например, в Панаме и в Южной Америке они более развиты, чем здесь. У нас вот море с 2 сторон, а вариантов мало. Хотя у нас и лангусты есть, и рыба разная. Но я думаю, просто это, знаешь, привычка такая. Уже едим там 200 лет вот это. Если нам нравится, зачем поменять то, что уже нравится? Либо это связано с тем, что затраты большие на добычу и доставку, и хранение.
Знаешь, это больше связано с культурой, потому что когда ты едешь в Карибы, в наши Карибы, центроамериканские, там все едят морепродукты каждый день. Там и черепахи едят, и креветок, и рыб, и все, что двигается. Вот. Поэтому это зависит от культуры. А мы, метисы, которые живем со страны Пацифика, вот, Тихоокеанского моря, вот, мы едим больше, вот то, что я тебе говорил, галло пинто, уже наша еда, которая, она досталась с времен индейцев, с времен колоний, испанских колоний. То есть ты сказал, у вас здесь метисы, а со стороны Карибов кто живет? Они африканского происхождения, вот, они все говорят на английском языке и на испанском тоже. Вот, потому что наш Карибы, он принадлежал английской короне, вот, и поэтому они креоль, вот. Это смесь между африканцев и англичанин. Это как в Ямайке. Вот не отличишь наших братьев с Карибы с людей из Ямайки. И разговаривают также на английском, вот, и выглядят одинаково. Культура там такая же или какая другая? Такая же. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программе. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Никарагуанцы, у них какая вера вообще? В основном у нас католиков. Католики. Да, больше. И очень много евангеликов тоже есть. Да. Я бы сказал, что в нашем народе больше 98% это верующие люди. Мусульман нет? Очень мало, но есть. А мечети есть? Да, есть мечеть. Есть мечеть, она находится недалеко от этого места, где мы находимся. Она уже давно в Никарагуа. Да. Но их мало. А с православием? Нету пока у нас православной церкви, насколько я понимаю. Вот. Может быть, я ошибаюсь, но я пока не видел. По поводу преступности в Никарагуа очень много информации, особенно в русскоговорящем сегменте интернете крутится, что Никарагуа небезопасно. Как считаешь, в связи с чем это связано и правда ли? Смотри, как бы тебе сказать, Манагуа, да, может быть, там карманщиков найдешь иногда, не часто. Вот. Но если ты катаешься в Гранаде, в Леоне, там очень безопасно, в Сан-Хуан-дель-Суре. Вот. Но в Манагуа, если ты там, например, сел на автобусе и не стал там смотреть в сторон, вот, может просто карманщик подойти, украсть что-то и убежать. Но не больше, не меньше. Но я бы тебе сказал, что я считаю нашу страну очень небезопасной. Очень спокойно живется. Вот. Я бы сказал, что нет, что здесь безопасно, спокойно и люди добрые.
Ну, это, вот ты сказал про карманщиков, это какая-то банда или это просто разовый случай? Это разовый случай. Я бы не подумал, что здесь у нас какая-то организованная банда, которая работает постоянно вот так. Нет. Вот это у нас не бывает. Бывает раз карманщик, его потом поймали полиция, вот и все. Вот, а потом, может быть, он вернулся к этому делу, может быть, уже передумал. Но это не часто. Вот я уже живу с 98-го года здесь. Меня только один раз украли кошелек. Только один раз. А как украли? В заднем кармане оставил? Как раз я сел на автобус с другом. Мы поехали покататься. А когда я вышел с автобуса, я увидел, что все, нет у меня ничего. То есть нету таких наглых наездов с мачете, с пистолетом? Нет, такого нет. Такого нет, и надеюсь, что такого не будет. Вот. И вот, например, по Центральной Америке я считаю Никарагуа и Эль-Сальвадор самые безопасные страны. Вот. А по твоему мнению, какие из Центральной Америки небезопасные? Гондурас небезопасные. Гватемала в столице небезопасно. Вот, в столице. Но если ты уже катаешься по деревням, Гватемала великолепная страна и очень спокойная. Вот. Очень красиво. Я тоже очень советую кататься по всей Центральной Америке. И вообще Латинская Америка – это просто прелесть. Ну, вот почему небезопасно именно в столицах? Потому что там карманники, воришки или там какие-то банды преступников? В Гватемале, в Гондурасе? Вот в Гватемале я знаю, что существуют банды. И также в Гондурасе. Вот. В Сальвадоре были банды, но они уже все, сидят все. Букеты. Да, Букеле собрал всех вместе. Свою работу, правильно. Но почему тогда в городе, в Манагуа особенно сейчас, очень много полиции стоит? Машины останавливают, проверяют, очень так контрольно. Потому что я ехал из Панамы, Коста-Рика, вообще тихо, спокойно, даже полиции на дороге не видел. А вот заехав в Никарагуа, тут очень много постов. Вот это интересный вопрос. Чего бояться? Не знаю. Не знаю, чего бояться. Я думаю, что здесь очень спокойно. Вот на свой опыт я бы тебе сказал, что может быть из-за того, что они стоят вот все время, всех проверяют, поэтому и нас безопасно. А армия есть? Есть, конечно. А ты служил? Нет. У нас не обязательно. Добровольно служишь? Да, у нас добровольно. Да. И армия, какая численность вообще? Большая, нет? Извини? Армия большая численность в Никарагуа? Данные не знаю, не могу тебе соврать. Не знаю, как вот сейчас на сегодняшний день, вот о каком количестве мы говорим. Вот. Но я считаю, что, насколько я понимаю, у нас одна из самых больших армий вот в Центральной Америке. Вот. Ну, сейчас сколько их, не знаю. Не могу тебе сказать. Армия оставлена, создана для защиты народа или правительства? Потому что вот в Коста-Рике нет армии, в Панаме нет армии. Почему да. В Никарагуа вот она осталась, существует? Для чего? Цели? Армия, она очень помогает, когда происходят ураганы, землетрясения. Она все время смотрит за жителей. Вот. А так, у нас нету такого, что с кем-то мы воюем, нету такой ситуации. Вот, но она помогает. Вот мы все никарагуанцы помним, когда был ураган Мич, как армия помогала. Вот, когда трясет, как они сразу двигаются там, где надо. Поэтому я думаю, что вот пускай будет. Раз так, раз не воюют, это хорошо. Как ты считаешь, Никарагуа закрытая страна? Думаю, что нет. Потому что при пересечении границ очень внимательно осматривается пограничниками Никарагуа. Ну, пограничники Коста-Рики не так смотрят, Панама не так смотрят, а вот Никарагуа такая, как очень внимательный досмотр происходит, во-первых, документов, вещей. И плюс вот я заметил, что в Никарагуа там нельзя на дроне летать. С чем это все связано? Это надо как раз спросить у военных, почему не позволяют дроны. Я считаю, что это должно быть открыто для всех. Так было это 10 лет назад, потом это все отменили. А вот в связи с чем это отменили? Не сказали почему. Просто взяли и сделали. Ну, поэтому я и спрашиваю, значит, чего-то боятся. Наверное. Но это вопрос не ко мне. Хотите узнать больше о моем движении?
о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь, подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. А ты ощущаешь себя, находясь в Никарагуа, что вот ты только что сказал, 10 лет назад это можно было летать, какие-то еще возможности открыты были, а сейчас правительство как-то ущемляет права граждан, и какие-то ограничения ставит для людей. Не чувствуешь такое? Конечно, это неправильно, что не пускают, чтобы каждый никарагуанец имел свой дрон. Вот. Но лично у меня нету своего, и никогда этим не увлекался, не обращаю на это внимания, но у меня есть друзья, которые мне говорят, купил себе дрон и отобрали. Вот. Зачем это делают, почему это делают, почему это стало так, это уже никому не понятно. А помимо дронов еще имеются какие-то ограничения, которые стали буквально с 2018 года или нет? Это сложный вопрос, но с 2018 года, конечно, много кое-что изменилось здесь у нас в стране. Вот. Но об этом сложно говорить. Вот. Твои рекомендации людям, которые изучают страну, Центральную Америку, Никарагуа конкретно, и подумают сюда приехать, как себя обезопасить, чтобы не попасть карманникам, границу спокойно пройти? Твои рекомендации, советы вообще? Я бы сказал, во-первых, если есть знакомые здесь, всегда созваниваться, сказать своему другу, смотри, я сейчас в границе в такой-то, буду ехать по такой-то дороге, может там меня встретить. Ну, конечно, это не всем дано. Просто надо обращать внимание на детали, и быть шустрыми. Но я бы тебе сказал, честно, для туризма Никарагуа вообще великолепная страна и очень безопасная. С точки зрения туризма, тогда скажи, пожалуйста, а какие здесь есть достопримечательности, чего нет в соседних странах Латинской Америки? У нас озеро, великолепное озеро в Гранаде, Никарагуанское озеро, оно очень красивое, там у нас 365 островов есть, вулканов, хотя вулканов по всей Центральной Америке есть, все наши братья центроамериканцы тоже имеют свои вулканы. Реки у нас очень красивые, лагуны есть очень, великолепные лагуны, их много. И природа у нас очень красивая, лес субтропический. Наши животные, которые живут в лесах. А какие животные есть? Разных видов обезьян. Обезьяна Конго, их можно увидеть часто. Диких кошек, как пума тоже можно увидеть. Леопарды? Леопарда нет. Не увидишь леопарда здесь. И еще есть, как эта кошка называется, она находится с Гватемалы до Коста-Рики. Есть такая дикая кошка, забыл сейчас, как называется. И птиц очень много. И это, как называется, у нас их называют чокою. Это такие, знаешь, маленькие селеные, как попугай, они говорящие. Их можно научить. Их много. Их можно увидеть везде. Даже не в лесу, а может они прилетят стаями сюда, к нам. И их можно каждый день увидеть. У нас природа не тронута. Пляжи у нас очень красивые пляжи. Очень великолепные пляжи в Ривасе. На департаменте Ривас там очень красивые пляжи, помимо Сан-Хуан-дель-Сура. Окей, про пляжи ты сказал, про животных сказал, а именно с океаном какие млекопитающие имеются там? Акулы? Безопасно, небезопасно купаться? У нас есть акулы, но они небезопасные. У нас нету такого, что белая акула не будет плавать. У нас есть такая, называется, в Карибе есть, называют ее акула медсестра. Она не кусается, она вообще плавает спокойно, рядом ничего не будет. А опасных животных, я бы сказал, самые опасные животные в Никарагуа — это змеи, ядовитые змеи, коралл. Скорпионы? Да, ничего не будет. Укусит,
будет болеть там часик, все, и пройдет. Скорпион укусит, поболит, и все пройдет. Да, да. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем опросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.